Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как вы можете с помощью определенных простых способов защитить себя от сглаза. Это достаточно важно, особенно в наше такое вот тяжелое, темное и непонятное время. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, если вы еще не подписаны. Здесь много полезной, важной и эзотерической информации. А также ставьте лайк этому видео и делитесь этим видео с теми, кому эта информация будет действительно полезна и важна. Знаете, многие из людей, к сожалению, подвержены простому, обычному сглазу. Но особенно это касается деток. Исключения составляют лишь энергетически очень сильные личности и те люди, которые хорошо знают, как можно защититься от этой неприятности. Сглазом называют крайне негативную энергетику, которая может исходить не только от людей с магическими способностями. Любой человек, даже самый близкий родственник, даже сестра, брат, возможно, даже мама может сглазить, и при этом сглазить неосознанно, случайно, совершенно того не желая. Поэтому порой достаточно того, чтобы вам кто-то может позавидовать или сделать много красивых, но не совсем искренних комплиментов. И иногда достаточно всего лишь взгляда или даже брошенного слова. Очень легко сглаз подхватить можно и среди людей. Это может быть в толпе, в компании, в общественном транспорте. Это могут быть так же, как ваши знакомые, так и незнакомые. Наверное, есть обычная ситуация, и она всем известна. Родители берут с собой в какие-то людные места или же в гости своего ребенка. Но вот по возвращению домой их спокойный и послушный ребенок становится просто неуправляемым. И без грандиозных истерик вечер не завершается. Взрослый же человек может чувствовать, знаете, такое вот легкое недомогание. Случаются мелкие неурядицы, и все просто валится из рук. И это есть сглаз. И есть очень простой способ для того, чтобы защититься от этого дурного глаза. Это нарисовать в своем изображении некую кирпичную или зеркальную стену. Для этого вам, конечно, понадобится фантазия и хотя бы малейшие представления о том, какие намерения могут быть в отношении вас у того человека, от которого вам стоит отгородиться. Также вы можете носить серебряные вещи, которые очень хорошо впитывают в себя весь негатив. Но помните, что такое серебро нужно почаще чистить. С этой же целью вы можете носить различные талисманы, блестящие украшения, но обязательно это должно быть круглой формы. Помним, что круг – это мощный магический символ. Он олицетворяет собой солнце, начало жизни и добра. Поэтому именно круг способен оберегать и защищать нас. Простой способ – повязать на запястье левой руки шелковую красную нить. С этой же целью вы можете приколоть к одежде с левой стороны обычную булавку, но помним, замочком вниз. А только носить ее следует не с внутренней стороны, а с внешней на виду. И вот часто женщины выбирают для этой цели красивые, с камнями или стразами булавки украшения. Но степень защиты от внешнего вида булавки не меняется, даже если она и из золота. Верующие люди считают наилучшей защитой истинную веру в Бога, посещение церкви, а также присутствие на человеке нательного крестика. По возвращению домой, если вы почувствовали вдруг сильную усталость или, возможно, у вас разболелась голова, срочно умойтесь холодной водой. Сядьте в кресло, расслабьтесь и представьте, как космическая божественная энергия наполняет вас и растворяет все плохое. Какую защиту вы выберете для себя, решать только вам, но вы должны помнить о том, что вы должны перестать цеплять негатив. Поэтому следите всегда за чистотой своих мыслей, за своих помыслов, действий, потому что только ваши темные мысли служат вот тем магнитом, катализатором, который привлекает в вашу жизнь сглаз.
Вы знаете, наши предки, наши бабушки, прабабушки и дедушки знали о завистниках и применяли простые также приемы защиты. Например, приговаривали следующую фразу «тьфу-тьфу-тьфу», чтоб не сглазить. Или «не про нас будет сказано». Но этими присказками дело не ограничивалось. Для защиты от сглаза, зависти, черной магии в народе применяли и другие способы. Например, у дверей дома ставили прохудившиеся лапти. Или по углам своего дома, избы, жилища рассыпали соль, приговаривая следующие слова: «Солю, солю, присаливаю, порчу от своего дома отваливаю». Также вместе с солью по углам раскладывали разрезанный на 4 части лук. А вот на следующее утро собирали на совок соль и лук так, чтобы руки ни в коем случае не касались этих предметов, и затем выбрасывали их за пределы дома. С этой же целью обходили и с зажженной свечой свое жилище, но по часовой стрелке, очищая пространство от негатива. А еще веником 3 раза подметали порог, каждый раз приговаривая следующие слова: «Выметаю скорби, болезни, хвори, порчи, сглазы наносные, приносные. Аминь». Если мы говорим об очистке одежды, то во время чистки одежды шептали следующие слова: «Злое черное сметаю, словом петушиным ее латаю от глаза завистливого, глаза злобного, глаза недоброго, да будет так». И перед тем, как надеть головной убор, подносили его к губам и произносили следующие слова: «Голову охраняй, от злобы защищай. Аминь». Также от сглаза и зависти защищали себя наши предки с помощью медной пуговки, пришитой изнутри к одежде и расположенной в области сердца. Прикалывали к одежде с внутренней стороны булавку. Если замечали, что она потемнела или заржавела, сразу же ее выбрасывали. Почему? Потому что считалось, что булавка приняла на себя всю негативную энергию. И вы знаете, конечно же, здесь дело каждого: верить в народную мудрость или полностью игнорировать. Но недаром вот эти вот, знаете, вот крупицы собирались веками на основании наблюдений за жизненными событиями и передавались из поколения в поколение. Обращаем ваше внимание, что это достаточно простые практики, ритуалы, способы защиты именно себя. Потому что любой человек может посмотреть на вас, даже в общественном транспорте, и после этого у вас день происходит, вот он впустую, потому что возникают какие-то задачи непонятные, проблемы или форс-мажоры. Поэтому, пожалуйста, защищайте себя обязательно. Также учите защищать своих, чтобы члены семьи, особенно это касается деток, мужа или родителей, чтобы они также были в безопасности, были защищены высшими силами. Мы вам всем желаем мира, любви, гармонии и услышимся в следующем видео.